Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. История заселения Земли растянулась на миллионы лет, которые мы разделили на определенные исторические периоды, например, ранний, средний и поздний Эоцен, период Миоцена, Плеоцена, Юрский. Эти и другие этапы занимали огромное количество тысячелетий развития и формирования жизни на планете. В эти эпохи вырастали горы, а огромные материки разделялись, создавая новые экосистемы и формируя совершенно уникальные формы жизни. Эпоха Олигоцена – это период развития Земли от 25 до 38 миллионов лет назад. Он имеет огромное значение в развитии новых форм жизни, так как именно в это время климат стал постепенно охлаждаться, а на место тропических лесов пришла растительность, предпочитающая умеренный климат. За эти миллионы лет на Южном полюсе образовался огромный ледник, для создания которого потребовалось очень много морской воды, что привело к обмелению океанов и обнажению больших территорий суши. Ее-то и заняли новые леса и необъятные саванны, на которых впервые появилась травянистая растительность. За этот период Индия совершила путешествие с юга на север, переплыв экватор, и стала соседкой Азии, а Австралия навсегда оторвалась от Антарктиды. Таким образом, общая некогда экосистема разделилась, создав на каждом новом участке суши свои уникальные виды. Например, вместе с Австралией уплыли сумчатые животные, получившие свое развитие на этом континенте. Именно здесь, в поздний период Олигоцена, появился самый крупный хищник того времени, и появление этого хищника не было случайным. К нему привели изменения, произошедшие в природе. Появление более 25 миллионов лет назад нового вида растений, обыкновенной травы, вызвало быстрое ее распространение по планете. У нее, в отличие от ее предшественников, листья росли не вверху стебля, а внизу. Это позволяло ей восстанавливаться и вырастать очень быстро после того, как ее первые всходы съедали травоядные. Соответственно, травоядных стало больше. И, конечно же, в условиях такого изобилия веганской пищи мясоеды просто не могли тоже не эволюционировать. И именно в этот период позднего Олигоцена появились первые собаки и кошки, а также наш сегодняшний герой. Это уникальное создание обладало неимоверной силой и ловкостью, а отсутствие большого количества конкурентов привело к естественному увеличению его популяции. Встречайте сумчатого льва или тилака льва, вымерший вид хищных сумчатых. Сумчатый лев являлся крупнейшим хищным млекопитающим Австралии своего времени. Последние сумчатые львы жили одновременно с первобытными аборигенами Австралии и вымерли относительно недавно, 45 тысяч лет назад, возможно, под влиянием охоты людишек, истребивших тогда большую часть австралийской мегафауны. По-научному животинка называется сумка-лев-мясник или палач, и он недаром получил свое название, так как, поймав свою добычу, он ее уже не выпускал из своего смертельного обхвата. Связано это со строением его передних лап. При росте до 80 сантиметров в холке и до 170 в длину он весил от 130 до 165 килограмм, что выводило его на первое место среди
среди хищников Австралии. Кстати, наш лев совсем не лев. Великие умы решили, что его родственниками являются не кошачьи, а либо вомбаты и коалы, либо опоссумы и кускусы. Ролики о них вы найдете в плейлисте «Животные Австралии». Хотя ученые еще не пришли к единому мнению, так как непонятно происхождение необычных зубов хищника. Их двурезцовое строение напоминает челюсти грызунов, что крайне странно, так как сумчатый лев вроде как был исключительно мясоедом, а такой зубальник обычно присущ тем животным, которые потребляют больше растительных кормов. Так почему сумчатая подделка оказалась круче львиного оригинала? Да просто потому, что наш герой – млекопитающее с одним из мощнейших кусальников за всю историю планеты. У нашего героя сила укуса была в 2 раза больше, чем у короля саванны. Он ломал жертве хребет за доли секунды, и чтобы завалить добычу в несколько раз больше себя, сумчатому льву не нужен был гарем из львиц. Он без труда справлялся с этой задачей один. Скелет головы хищника указывает на то, что у него была сильнейшая хватка, и когда он настигал добычу и впивался в нее зубами, его мощные челюсти сжимались и не выпускали жертву, пока та не слабела от потери крови. Задние лапы сумчатого льва имели строение, сходное с медвежьим. Конечности были слегка повернуты внутрь, а также имели отстоящий палец, помогающий австралийскому льву лазать по деревьям. После получения данной информации ученые переселили хищника из саванны в леса, находящиеся на границе со степями. Судя по всему, бегуном сумчатый лев тоже был так себе, поэтому охотился он, поджидая свою добычу на дереве. Тилака-лев имел и отличную мускулатуру. Особенно поражает его плечевой пояс, оснащенный мощными и толстыми костями. В середине его плеча была обнаружена крепкая кость правильной формы, которой, скорее всего, и крепились мускулы. Благодаря большой мышечной массе его обхват был смертельным для жертвы. Хотя ученые дали ему название сумчатый лев, строение его тела и манера охотиться делает его больше похожим на леопарда. Он и, как представитель этих кошачьих, умел лазить не только по деревьям, но и по скалам. Что касается любви сумчатого льва, то история об этом скромно умалчивает, ибо наш австралийский лев с сумкой через плечо вымер. Что стало причиной этого, ученые до сих пор спорят. То ли это была бурная человеческая деятельность, то ли радикальное изменение климата, то ли все вместе взятое. А как вы думаете, кто бы победил в схватке, настоящий лев или с сумкой? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!